выступил, в свою очередь, Шольц, как бы заявил, что Украина очень сильная страна, и что Украина не встанет на колени, то теперь, значит, Медведев призвал Шольца, наоборот, самого встать на колени, покаяться за вранье, бездарность управления и возрождение нацизма. Причем в своем тексте канцлер, Дмитрий Анатольевич Медведев назвал канцлера Германии протухшей ливерной колбасой и говнюком. Значит, по мнению Медведева, канцлер Германии несет откровенную пургу, попутал рамсы. Вот чувствуете, да? Попутал рамсы. Интересно, да, насколько Греф и Медведев ведут себя полностью одинаково. Один быкует на таксистов, имея сзади 20 охранников, другой, имея сзади только, вы поняли уже, да? Только 20 ящиков водки, быкует на Шольца. Это я сейчас уже про Медведева. Но все-таки, мне кажется, эти выражения надо как-то переводить, не знаю, переведите для Шольца, что про него говорят. Я помню, когда-то наш посол Андрей Мельник назвал канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой из-за того, что Шольц отказывался приезжать в Киев. Но потом признал, что все это неуместно и неправильно. Вот видите, наш посол все-таки вежливый человек, говорит, протухшая ливерная колбаса. А нет, наш посол, извините, сказал не так. Обиженная ливерная колбаса. А Медведев говорит, протухшая ливерная колбаса. Чувствуете разницу все-таки в отношении? Обиженная ливерная колбаса, это может быть ласковое обращение. Ты моя ливерная колбаска, за что ты обиделась? Так? Ну, логично. И, в принципе, ну, что вам скажут? Ну, ладно, зайчик мой, да? Ах ты мой хлебушек, да? Там. Вот. Когда вы скажете, ах ты моя ливерная колбаска, что ж ты совсем протухла? Ты скажешь, ах ты старый козел и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, медведь рамсы попутал. Вот реально рамсы попутал. Кстати, из смешного. Значит, Медведь пишет следующее. В чем сила Украины? Что в безумной фонтанирующей коррупции, в тотальном расхищении клика Зеленского западной помощи? В безумной фонтанирующей коррупции. Просто чисто напомню. Украина по индексу восприятия коррупции занимает, по-моему, 80-е место в мире, а Россия 140-е. Вообще меня прямо вот умиляет каждый раз, когда, ну как умиляет, это я сейчас со злостью говорю, на самом деле это ненавижу страшно, когда кто-нибудь, любой из россиян, любой, либеральный, шмиберальный, какой угодно, вдруг начинает рассказывать, что в Украине коррупция. Вы у себя разберитесь, в смысле? Вы знаете о коррупции? Вы нам будете указывать про коррупцию, серьезно? У нас коррупция. Ну, у вас же коррупция. А, да? А у вас в России что? Понимаете, что в России уровень коррупции в 2 раза выше, чем в Украине. В 2 раза. Я просто сужу по месту, которое занимает Россия в этом рейтинге международном. Вот реально слушать совет россиян про коррупцию, это как вот слушать, знаете, чем сейчас, да, в России занимаются, слушают советы талибов про образование школьное. Талибы приехали на форум по образованию в Казани и преподают там методики преподавания в школах. Но одна из методик преподавания в школах талибов в Афганистане не так много. Первое, девочек в школу не пускать. Второе, мальчиков ставить на горох и пороть по пяткам. Вот и методики, которые сейчас обучают талибы российских учителей. Со следующего года российские учителя уже будут как бы именем талибов все это, естественно, применять. Так, я все время забываю, нам в театр пора. Дорогие мои друзья, вы меня не предупреждаете, я отвлекаюсь. Ну, простите, я хотел сразу в театр. Ну, добираемся. Короче. Сначала я как-то не обратил внимания на эту новость. Ну, назначили, значит, что назначили? Получили 3 московских театра новых руководителей. Директором театра «Современник» назначен Владимир Машков. Помните, это который все время ходит рядом с Путиным и рыдает от умиления по поводу героизма русских солдат-убийц. Дальше. Художественным руководителем театра Романа Виктюка назначен Константин Богомолов. Но он более известен как Собчак, муж Ксении Собчак. Константин Собчак назначен художественным руководителем театра Романа Виктюка. Странно, театр Виктюка, а руководителем Константин Собчак. А директором Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов. Ну ладно, этого я, кстати, не знаю. Но в чем дальше вдруг всплыли многие детали. Выяснилось, что, оказывается, все эти деятели, фашистские... Почему я назвал вообще этот выпуск «Фашисты московских театров»? Потому что
была такая, когда раньше смотришь какой-нибудь фильм, телевизионный фильм, написано в главных ролях там пана Зюзю играет, там, ну нет, пан Зюзю, это Кабачок 13 стульев, не знаю, там. Джеймса Бонда играет Олег Басилашвили, там Фантомаса играет, не знаю, Илья Хиджакова. В остальных ролях артисты московских театров. Вот так писали. Вот сейчас надо писать в остальных ролях фашисты московских театров. И вот эти фашисты московских театров, оказывается, они теперь совмещают. То есть Машков теперь руководит двумя театрами. Он руководит театром «Современник» и театром Олега Табакова. Дальше Герасимов руководит театром на Малой Ордынке и Московским академическим театром сатиры. А, соответственно, Константин Собчак руководит театром на Малой Бронной и одновременно театром Романа Виктюка. То есть каждому фашисту по 2 театра выдают. Причем, заметьте, они это давно придумали. До этого Валерий Гергиев, у них есть тоже такой известный дирижер-убийца. Ему выдали 2 театра. И Большой театр, он теперь директор, и Мариинский театр, он теперь директор. То есть в руки дают по 2 театра. Помните, больше 2 в руки не давать. Вернули советский лозунг. И дают каждому фашисту по 2 театра. Мне кажется, это, знаете, на что мне это похоже? Вот мы с вами на следующей неделе, сегодня понедельник, а ровно через неделю мы с вами начнем смотреть чемпионат Европы по футболу. И там будет потом плей-офф, когда по 2 в сетке, да, 2 команды, бум, сыграли, одна вылетела, одна осталась. Снова по 2, бум, и в финал выходит одна. То есть, раз им сейчас выдают по 2 театра, значит, кого-то же уволили. То есть, они не прошли отбор. Другие руководители не прошли отбор, поэтому этим дают по 2. А что такое отбор? Ну, это надо доказать, что ты фашист настоящий. Ты приедешь в Мариуполь, постреляй из пулемета, постой возле артиллерийского орудия, попей крови украинских детей, чтобы по усам текло обязательно. Тогда ты как бы фашист. Дальше следующая стадия. Принимай личное участие в расстрелах и пытках. Это, я думаю, будет следующая стадия отбора. Мне кажется, вот так нужно делать. Ну, россияне так делают. И потом в конце будет такой суперфинал, где уже один победитель, и тогда театр будет один. Все театры объединяются в один такой единый российский театр, единый российский фашистский театр, и там идет какая-то единая пьеса. И 100 миллионов мест, чтобы все россияне, которые за войну, все поместились. 100 миллионов мест в зале. Вот вчера этот Константин Собчак выступил, кстати, по поводу отъехавших из России деятелей культуры и сказал, что испытывает к ним только брезгливость ко всем этим Макаревичам, потому что они предали Родину. А он Родине остался верен.